Опять воды нету, блядь. Блядь. А что ты тут жрешь? Как же я устал горбачиться за копейки. Ни жену не вижу, ни детей. Скажи спасибо, что хоть работа есть. Меня вот со старого места уволили из-за мигранта, который якобы лучше меня выполняет работу. Еле новую нашел. Кстати, а где наш профессор? Опять готовит какую-то проповедь. Да нет. Он еще работал, когда я уходил. Вот-вот, пускай лучше работает. А то, если честно, меня вот раздражают его эти проповеди. Ну да, запутался он. Да дурак он, вот и все. Я вообще не понимаю, на кой хрен он себе голову политикой забивает. Зря ты так. Мы имеем право голоса. Мы голосуем. Можем влиять на эту страну, на выбор. Мы должны хотя бы интересоваться политикой. Но когда про социализм он постоянно задвигает мне, не знаю, как-то не могу я этого поднять. Никто не может. Слушайте, если даже все деньги в мире раздать людям, вот ничего хорошего из этого не получится. Через полгода все деньги будут опять у прежних владельцев. Правильно сказал. Он здесь ходит, задвигает всем. Деньги – главная причина бедности. Че вы ржете, они и есть главная причина бедности. О, профессор пришел. Требуем лекцию. Ой, нет, дайте поесть нормально. Господа, с вашего позволения, сейчас профессор прочтет вам свой знаменитый доклад под названием «Деньги – главная причина безденежья». Давай. Вы же ненавидите, когда я вам лекции читаю. А ты не отмазывайся. Действительно, что, слабо? Ты докажи. Деньги – причина бедности от того, что они являются средством, при помощи которого те, кто не хочет работать, отнимают у рабочих плоды их труда. Докажи. То дело скажи, другое докажи. Я работать. Ладно, я раскрою вам секрет денежного трюка. Ну что, друзья, приступим? Только мне потребуются ваши ножи. Есть у вас? Угу. Имеется. Прекрасно. Отлично. Передай стола. Чудесно. Супер. Ну что ж, представьте себе, что вот эти куски представляют собой природные богатства на потребу человечеству. Их создала природа, а не люди. Чтобы существовало живое, они нужны нам так же, как воздух или солнечный свет. Понятно? Хорошо, понятно, ты к сути. Хорошо. Представьте, что я капиталист. Не, даже вернее так. Давайте, я представляю собой класс капиталистов. И это значит, что все природные богатства, назовем это сырье, принадлежат мне. Сейчас не важно, каким образом я это получил, имею ли я на это право и так далее. Важно только, что сырье, нужное для производства необходимых для жизни вещей,
является собственностью класса капиталистов. Я этот класс, сырье принадлежит мне. Да это понятно, ты давай ближе к делу. К делу. Вы, дорогие друзья, представляете рабочий класс. И у вас ничего нет. Даже представлять не надо, правильно? Что же касается меня, то хоть мне и принадлежит это сырье, оно мне не нужно. Единственное, что мне нужно, так это вещи, которые с помощью труда я могу получить из этого сырья. Но мне лень работать. И я изобрел денежный трюк, чтобы заставить вас работать на меня. Но я должен сказать, что мне принадлежит кое-что еще. Вот эти ножи — это средства производства. Фабрики, заводы, станки, железные дороги. Короче, все то, без чего невозможно произвести нужные мне вещи. А вот эти вот монетки пусть будут капиталом. Пока все ясно? Ну, хорошо. Прекрасно. Вот представим, что это те вещи, которые труд с помощью машины создал из сырья. Предположим, что недельная выработка рабочего составляет вот 3 таких кусочка. Заработная плата составляет 10 рублей. Так. А вот теперь перейдем к фокусу. Итак, вы говорите, вам нужна работа, правильно? Да. И так как я класс добросердечных капиталистов, то я готов вложить свои деньги в различные отрасли производства, чтобы вдоволь обеспечить вас работой. Напоминаю, что недельная продукция одного рабочего составляет 3 таких кусочка. За неделю вы получите 10 рублей. Это ваши деньги. Вы можете ими пользоваться как вашей душе угодно. Делайте с ними что хотите. Продукция же перейдет ко мне, и я буду распоряжаться ей по своему усмотрению. Для работы вы можете воспользоваться вот этими средствами производства. Как только недельная норма будет выполнена, я заплачу вам деньги. Нам что, резать, что ли? Да, режьте. Смотри, пальцы себе не отрежь. Это ж надо. В обед заставляют работать. Пожалуйста. Вот ваша получка. Ни в чем себе не отказывайте. Теперь представьте, что эти куски представляют собой продукты первой необходимости. Вы не можете жить без них. Но они являются моей собственностью. Вам придется покупать их у меня. И я готов вам их продать. Моя цена за каждый такой кусок — 10 рублей. Прошу, держите. Снова ни в чем себе не отказывайте. Наслаждайтесь жизнью. Ну что, понравилось? Еще раз? Эй, ты чего? Все. Я вынужден забрать у вас средства производства из-за перепроизводства. Мои склады забиты товарами первой необходимости. Так что мне придется закрыть заводы. Ну ни хрена себе. А нам теперь что делать? Не знаю. Я платил вам зарплату, давал работу. А сейчас у меня работы для вас нет. Через пару месяцев приходите, я что-нибудь посмотрю для вас. Так а жрать-то нам надо. Надо, конечно. И я с удовольствием готов вам что-нибудь продать. Так у нас денег нет. Да как это меня волнует? Не буду же я вам отдавать бесплатно, правильно? Вы-то на меня не за бесплатно работали. Надо было что-нибудь скопить. Быть бережливыми, как я. Смотрите, чего я достиг своей бережливостью. Круто? Мы можем применить силу, если ты нам все это не отдашь. Если вы примените силу, тогда я буду вынужден призвать воинские части. И вас перестреляют, как собак.
как уже было неоднократно. Не, ну так а нам-то теперь что делать? Устроим забастовку. Точно. Забастовка! 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 Ничего у вас с этим не выйдет. Лучше работайте как надо, и все будет. А я пошел. Человек дело говорит. Тогда надо его разжалобить. Ух ты! Ой. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради. Ладно. Червонец золотой. Ой, спасибо мне. Спасибо, добрый человек. Будешь нашим президентом? Вообще-то президент у нас только один. О. Вот так и живем. Веселимся. Как рабы. Да? Хотя нет. Если бы были рабами, наши хозяева хотя бы из собственных интересов заботились о том, чтобы нас было чем прокормить. Не, ну ты за базаром следи. Я вот, например, не считаю себя рабом. И я. Так, тихо, все по местам. Начальник идет.